Опа! Сейчас переведу. Про Valor VPN когда-нибудь слышали? Самый дешевый VPN. Ссылка будет в описании и в Телеграме. Да. Доброе утро вам от меня. Я тут попивал свое кофе и смотрел свою почту. И увидел очередное письмо, где меня просят сделать реакцию на этого парня. И если честно, мне писали с просьбой послушать именно этого артиста чаще, чем кого-либо другого вообще. Настолько часто, что в какой-то момент я даже подумал, что это какая-то бот-компания. Да, я смогу послушать 4-минутную песню, у меня есть время этим утром. Значит, этот парень... Dimash Quad-I-Bergen. Простите, если я коверкаю его имя, я стараюсь. Я так понимаю, он из Казахстана, обучался как классической, так и современной музыке. У него именно такая академическая подготовка, и он известен своим исключительным вокальным диапазоном. Во многих письмах, которые я читал, говорилось, что он может петь, условно говоря, во всех 88 клавишах фортепиано. И я не знаю, правда ли это. Но так мне писали люди. Я просто открыл YouTube, набрал его имя, и это было самое первое видео наверху. Песня SOS на языке, который я не знаю. Значит, ребята, это вообще не тот способ, каким я обычно открываю для себя новую музыку, но фанатская настойчивость и страсть были настолько убедительными, что я решил попробовать. Итак, ребята, и меня зовут Валтер Русский. И прежде чем я начну просмотр, очень важно сказать вам, что вы классные, вы ценны. Вы важны, и вы имеете значение, и вы заслуживаете любви, и что я безмерно благодарен вам даже за мгновение вашего времени. The Digital Show. Был бы признателен вам за любой контекст. Je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Plus j'ai mouru que sur terre, je me très besoin. Окей, это интересно. Это почти похоже на актерскую работу голосом, но в каком-то оперном театральном стиле пения. Такое ощущение, будто один человек перескакивает от более... Ну, не знаю, я не хочу никого оскорбить, но он перескакивает от более женского звучания к более мужскому. Он прыгает туда-сюда. Я не понимаю этот язык, поэтому я не знаю, задумано ли это так, или обычно эту вещь исполняет два разных вокалиста. Но когда он переходит от этого экстремального высокого регистра к низкому, я начинаю верить в историю про 88 клавиш. Ну потому что, когда я узнал про 88 клавиш, я не думал, что песня будет в таком стиле, где он будет прыгать туда-сюда. И это очень интересно. Тот момент перехода, честно говоря, меня взбодрил. Не буду врать, сейчас 8 утра, и я даже не выпил свою первую чашку кофе. А это был реально мощный момент. From this, in the vocal editing, Я хочу отметить один момент. Я знаю, что люди будут злиться на меня за паузу. Простите меня, пожалуйста. Но послушайте, как отредактирован и разведен вокал. Его голос словно колеблется между левым и правым ухом. Прислушайтесь. hang on. Right there.
красивый костюм. Я бы, наверное, подобрал другую рубашку. Je te jure, confondez la vie avec nos bandes dessinées. Chacun de son fil, tu métamorphoses. So this is okay. I've got У меня несколько комментариев, и первый мой комментарий — это вот это ощущается как его естественный регистр. Ну, тот, в котором он обычно разговаривает, общается. И он все равно поет невероятно красиво, чувствуется полный контроль над голосом. И потом он пел очень-очень высокие ноты, а потом он пел очень низкие ноты. И предполагая, что все мы люди, и мы не разговариваем вот так или вот так, я предполагаю, что он поет в своем естественном регистре. Ну а вокальный монтаж, я просто не могу поверить, насколько он динамичный. Такое ощущение, будто они буквально играют со стереопространством его голоса. Количество работы, вложенной в это, просто поражает. Сценическое звучание здесь невероятное. Когда Валтер Русский говорит про саунд-дизайн, про продакшн, про монтаж звука, он имел в виду то, что добавили эффекты вроде эхо, вроде реверберации, вроде того, что звук идет отсюда, из этого уха в это ухо, вот так, как стерео, да? Он имел в виду это. Вы не подумайте, что он говорит, что там использовали автотюн, либо что-то другое, потому что я перевел, я сказал, то есть он прямым текстом говорит, что это не автотюн, это его живой голос, просто добавили пару эффектов. И он говорит, что саунд-дизайн, саунд-продакшн был очень-очень хорошим. Да, вы это имеете в виду. Avec nos bandes dessinées. Chacun de son fil, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire. Oh yeah. Знаете, есть песня от... Он звучит как мужик из группы «Рамштайн». Ну, «Рамштайн», которая немецкая рок-группа. Ну, знаете, когда тот вокалист поет очень низкие ноты, а потом он делает такое после очень высокой ноты. Да, мистер Гитара, да. bass. Когда он поднялся выше, я такой, оу, вау, а потом он поднялся еще выше, я такой, оу. И он взял самую верхушку. Эти задержки. Again. Какой монтаж голоса. Suffit pour que je meure. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Je crois encore à des étoiles de notre monde. J'ai mieux vivre et sur terre. C'est jamais ça, simplement. Le monde est
Знаете, что интересно? По нему видно, какие части песни даются ему естественно, легко, и для каких частей он напрягивается. И все это написано на его лице. Это очень хорошо читается. Напряжение в шее, вены, мимика. Видно, что это настоящий физический труд. Вены на его лице. Когда он прям вот напрягается... Извините меня, я только что проснулся. И когда я вижу, как он полностью уходит в это исполнение, становится понятно, почему именно этот момент песни самый пересматриваемый. Это безумие. Он начинает с вот этого, и это очень динамично. Он постепенно движется вверх по тональности. Выше и выше. Oh my gosh. Well, I didn't really, I Наверное, когда артист выбирает песню, понимая, что она демонстрирует его диапазон, в этом есть что-то особенное. Это возможность в рамках одной композиции показать самые низкие и самые высокие ноты, на которые ты способен. Я заметил пару вещей. Во-первых, это живое исполнение, но все это происходит на профессиональной саундстейдж-площадке. И, конечно же, здесь есть вокальная обработка. Никто не может заставить свой голос буквально прыгать из левого уха вправо одним только микрофоном. Здесь есть и потрясающее сценическое присутствие, и отличная группа поддержки, но также и очень грамотный продакшн. У меня нет ощущения, что здесь есть автотюн. И на такой профессиональной сцене мы бы услышали, если был бы автотюн, потому что его голос приближался, отдалялся, прыгал из левого уха вправо. Здесь, конечно же, были эффекты задержки, реверберация, компрессия в нужные моменты. Это все для драматического эффекта. Но сам голос был настоящий. И я, честно говоря, думал, что он просто сделает разные вещи в разных песнях, но я не ожидал, что услышу попытку пройти весь диапазон от самой низкой 88-й клавиши до самой высокой 88-й клавиши. И опять-таки, здесь был явно элемент актерской игры голосом. И готов поспорить, что если бы он захотел быть актером озвучки, он был бы в этом не менее хорош, чем в пении. Потому что в его одном голосе очень много разных голосов. И бьюсь об заклад, что он смог бы озвучить целый мультфильм в одиночку, в музыкальном плане. Потому что он мог бы озвучивать любым голосом, каким он захочет. Я уверен, что в жизни, среди друзей, он наверняка легко копирует чужие голоса, которые он слышал, просто ради шутки. Я сильно впечатлен. А я слышал много сильных вокальных выступлений, но каждый раз это захватывает. Я сам далеко не хороший вокалист, и именно поэтому так круто наблюдать, как человек использует голос как полноценный инструмент. И в сегодняшнем случае было именно это. Я, конечно, ничего не понимал, но невозможно увидеть и услышать это и не быть пораженным. Виртуозное выступление остается виртуозным вне зависимости от языка. И безо всяких сомнений это выступление было виртуозным. Я впечатлен. Ребята, я люблю вас. Спасибо, что вы были здесь. И огромное спасибо за вашу позитивность. И, ребята, оставайтесь быть самыми лучшими. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.